В Вигор я попала... Но у меня случилась беда в моей семье. У меня умерла дочь, и мне очень хотелось кому-то помочь. Сама я тоже, можно сказать, случайно стала волонтером. Просто было желание помочь человеку. В Вигор я попала вместе со своим сыном-инвалидом. Я приводила его на клубные встречи, на мастерские. Принимала сама активное участие во всех их делах. Я в свое время была в родительском комитете школы, которой руководила Марина Павловна Кузнецова. И у нас сложились очень теплые доверительные отношения. Наверное, много говорили про Марину Павловну. Она директор в той школе, где я когда-то начинала работать. И, конечно, когда с ней случилось несчастье, мы делали то, что мы могли. И вот когда мы стали изучать вопрос, обнаружилось, что не на что нам опираться, нет таких примеров, как можно психологически помогать людям, которые перенесли инсульт. Во всех книжках написано, да, что это важно, нужно, но почему-то все сводится к упражнениям для памяти, внимания, мышления. Но оказалось, что по большому счету любому человеку, особенно человеку с таким заболеванием и с последствием заболевания, больше всего нужно общение. И начнем. Мозги запутались, перепутались, теперь мы будем путаться телами. Тело наше будет путаться. Если у нас была до этого теория, то сейчас мы на практике, да, просто вот увидим, как путаются наши мозги. Наши тела это вот как раз продемонстрируют. Но прежде чем путаться телами, давайте выберем двух человек, которые потом помогут нам распутываться. Кто хочет помочь распутывать нас? Марина Павловна. Не знаю. Можно на месте постоять, можно так, как получается. Юра, а может это путаться? Кто-то еще может куда-то пролезть? Тяжело, да? Запутались? Все? Еще кто-то может пролезть? Лена? Нет. Все, достаточно. Марина Павловна, Марина Павловна раньше времени обернулась, еще не приглашали. Что тут за путаница такая? Вы можете словами говорить, кому куда деваться. Саша, как распутаться? Вы можете рассказывать, кому что делать. Командуйте. Руководитель Марина Павловна с одной стороны распутает, Саша с другой. Да. Кому надо подняться, кому куда нырнуть, Саш, рассказывайте. Так, теперь, Володя, через голову руку перейти. Это нужно. Да. Хорошо. Теперь. Вот. Ну, как легко. Марина Павловна разрулила.
всегда. Пусть в центре, либо на полный. Получилось! Саша, выезжайте в центр. Ура! Ура, молодцы! Отдайте нас распутанники. Молодцы! Молодцы! Волонтер для нас дает абсолютно все, от первого до последнего момента. Просто я уже давно с ними знаком, и они нас организовали, они нас нашли там всевозможные мероприятия. И каждый человек занимается тем, что ему нравится. Это когда только оно появилось, тогда где-то один раз в 2 недели встречались. А сейчас, на сегодняшний день, каждый день чем-нибудь занимаются, что им нравится, что они могут, что им дает. Антонова. Так, вот Антонина хорошо, давно мы не работали с Антониной. Здесь такие очень... Ну, а в натуре мы давно не работали. А как видите с Антониной? Так, холодный, горький, большой, старый, грустный, тяжелый, правда, зима, широко, высоко, жара, глупый, смелость, твердый, острый, низ, грязный, вход и сытый, но потом поговорки, перевертыши, кто тоже не бывал, тот море боится. Да? Дух как раз есть порох. Да. А пороховница, Да, в чем? Пороховница это... Тут дело не так буквально, в моей личности. В моей личности, не в теле. Человеке. Я перенесла инсульт в 2005 году, потом, когда уже так сказать, пришла в себя и поняла, что жизнь продолжается, и что в мои годы еще надо пожить, что Святой Петр, я к нему шла, но он меня не взял, отправил обратно, значит, надо что-то еще здесь поделать. Вот, значит, попала я сюда как участник программы, участвовала в программах, которые проводят, делают, придумывают наши волонтеры. Примерно года 1,5, наверное, 2 я так участвовала, наблюдала. Потом почувствовала в себе и силы, и желание не только быть пользователем программы, но еще и участвовать, что у меня есть чем и поделиться, и что я могу что-то сделать и для других, не только брать, но еще и дать. И так я перешла на сторону волонтеров. Ну, такое двоякое чувство. С одной стороны, я просто знала, что Марине Павловне нужна помощь, а она для меня близкий человек. С другой стороны, у меня появилось время. И я не знала, что это за работа, как это будет выглядеть, чем я конкретно могу помочь, поэтому решила попробовать. А вот когда попробовала, причем я сначала попробовала участвовать в клубе, а потом я поняла, что мне немножко интереснее другая работа. Тут мастерская речь, когда предложили, стала ее вести. И вот у меня был такой определенный круг вигуровцев, которые приходили. И у нас построили с ними отношения. А так как это уже знакомые мне люди, и я их узнавала, они меня узнавали, то тут уже образовалась нужда. Третье задание у вас остается Евгений Онегин. Может быть, кто-то расскажет? Кто-то расскажет, может, напоследок? Юр, все, внимание, поехали. Каратель своими людьми. Помогаем. Лесов таинственная сын. С печальным шумом обнажил. Ложился. Ложился на траву, на поля туман. Висит трекливых караван, тянулся к югу.
приближалась довольно скучная пора. Стоял сентябрь, ноябрь у двора. Замечательно. Отлично. Замечательно, потому что вот браво за то, что делаю. Да. Как нам Ирина подарила, кто хочет, тот делает фразу. Кто не хочет, тот что делает? Что там была фраза? Ищет причину. Наверное, просто вспоминается вот такая, наверное, простая история. Я не знаю, интересная или нет, но она важная. Вспоминается история, связанная с одним из наших вигоровцев, Володей Картопульцевым. Когда он пришел, он вообще не разговаривал, совершенно не говорил. Володя – человек, мастер спорта по гимнастике. Когда-то он даже был в сборной республиканской. Ювелир. То есть человек, работающий руками, для него это очень важно. И после инсульта он потерял речь. И когда он пришел к нам первый раз, пришел со своей сестрой, за полтора часа нашей встречи он сказал 2 слова. И он стал к нам приходить, и, конечно, то 2 слова, 4 слова, говорил как мог. И когда через год он рассказал четверостишие Агнии Барто, это, конечно, было для нас, для всех большим праздником, большим достижением. А еще через год он давал интервью на телевидении. Да, заикаясь, да, медленно, но он говорит. Не знаю, история, для меня это история. Для меня это история, и теперь уже Володя говорит тому, кто приходит вновь и тоже мычит поначалу, говорит: подожди, я тоже не говорил. Хотя бы промычи свое имя. Ты не можешь пока сказать, промычи. И вот, наверное, вот эта история как-то и мне кажется такой особенно важной, потому что она дает силы и не только инсультникам, даже нам. Ну вот это, наверное, вспоминается. Володь, в чем мудрил, что помогло? Нет. Потому что надо заниматься любовью. Скорее всего, меня привлекло желание жить у людей такой полноценной жизнью, что, наверное, на тот момент мне самой не хватало. Я, можно сказать, у них училась, подпитывалась этой энергией, вот такой жаждой жизни. Вот. Ну вот, наверное, так. В Вигоре настолько интересны все программы, что мне даже самой интересно заниматься, интересно подготавливать материал для мастерских и для клуба. И поэтому я сама считаю, что я развиваюсь вместе с ними. И меня радует то, что инсультники становятся совсем другие после наших занятий. Они лучше себя чувствуют, они заняты любимым делом, с удовольствием приходят на мастерские, и меня это радует.